Привет! Специально для тебя полезное видео без лишних слов. Боишься ранить клиента? Есть проблемы в покрытии? Или хочешь научиться срезать кутикулу в разы быстрее? А может, тебе просто не хватает дополнительного пальца для крутых дизайнов? Тогда оставайся со мной, и я покажу тебе способ, как максимально отточить свое мастерство. Существует огромное количество курсов, которые дадут вам отличное знание, но руку можно набить только с помощью практики. Для этого идеально подойдут тренировочные пальцы. Пальцы бывают разные. Например, палец, который просто заполонил ТикТок. Да, это довольно удобный тренировочный палец-муляж, который отлично держит форму. Но в нем есть одна особенность, которая мне жутко не нравится. К нему липнет все подряд. Все мелкие пылинки и ворсинки. На нем удобно демонстрировать дизайны, а также практиковаться в технике плотного покрытия под кутикулу. Но цена такого пальчика целых 900 рублей. Целых 300 гривен. Поэтому срезать кутикулу и портить такой пальчик желание отпадает сразу. И я нашла максимально доступную и дешевую альтернативу. Для этого понадобится неметаллическая емкость, глицерин, который продается в любой аптеке. Его добавляю 2 столовые ложки. Затем беру обычный пищевой желатин и также добавляю 2 столовые ложки. Беру немножко тонального крема и добавляю во всю эту жижу. Тщательно перемешиваю. Также добавляю 2 столовые ложки воды. Температура воды не имеет значения. Перемешиваем всю эту смесь. И все это отправляем в микроволновку на 1 минуту. После жидкость становится однородной, без комочков. Именно с ее помощью я буду делать искусственные пальцы. Когда-то давно на сайте AliExpress я заказывала силиконовую форму для выпечки печенья. Стоит она всего 200 рублей или 90 гривен. Здесь идет сразу 5 пальчиков разных форм. Единственное, они немножко меньшего размера, нежели настоящий палец. Но тщательно обшарив весь AliExpress, я нашла идеальную силиконовую форму пальца натурального размера со всеми мельчайшими детальками пальца. И она стоит всего 100 рублей или 40 гривен. Такая форма поможет создать многоразовые тренировочные пальцы, чем я сейчас и займусь. Полученную смесь я заливаю в свою силиконовую форму для печенек. Смесь не стоит оставлять надолго в стакане, так как она может быстро застыть. Но если такое случилось, не переживайте. Просто снова подогрейте ее в микроволновке. Жидкость быстро загустевает. В таком положении оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут, либо же отправляем в холодильник буквально на 5 минут. Далее, согнув силиконовую форму, видно, что пальчики без проблем отделяются от формы. Так мы их аккуратно достаем. И вот такие тренировочные пальчики получились в итоге. Сейчас я покажу, что же с ними можно делать. Например, потрясти как желешка. Шучу. Вначале может показаться, что они довольно липкие. В принципе, как и обычный силиконовый палец, который заказывается с AliExpress. Для того, чтобы убрать эту липкость, палец можно припудрить своей любимой пудрой, тальком или рисовой мукой. После этого с пальчиком работать намного удобней. Для того, чтобы потренироваться в выкраске материала, необходим ноготь. Для этого я беру обычные типсы и плотно загоняю типсу под кутикулу. В первый раз она входит немного туговато, зато все последующие разы у вас пройдут без проблем. Возьму гель-лак фирмы Born Pretty номер 022. И чтобы не было вот таких проблем, как затеки гель-лака под кутикулу, отлично подойдут эти тренировочные пальцы. Не выходит с первого раза? Попробуем еще раз. Беру типсу и глубоко засовываю ее под кутикулу. Также эти пальчики можно беспощадно резать, тем самым тренируясь со срезом кутикулы. Этот материал не портит ваш инструмент, а по своей плотности очень напоминает натуральную кожу. Сделав один срез кутикулы, можно тренироваться все дальше и дальше, настолько, насколько у вас хватит терпения. Ну а теперь самый выгодный момент в работе с этими пальцами. Они
многоразовые, после удачного, либо же не очень использования. Эти пальчики кидаем назад в нашу емкость, добавляем совсем грамулечку воды и вновь отправляем в микроволновку на 1 минуту. После наша смесь снова расплавится, начнет бурлить, и ее можно использовать вновь и вновь. Снова заливаем в силиконовую форму и ждем полнейшего застывания. Надеюсь, мое видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.